Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я разберу айсберг по Лего. Если вкратце, последний год в сети жутко распространено изображение айсберга, поверх которого написаны различные факты относительно того или иного популярного направления, в нашем случае компании Лего. И чем ниже расположены написанные факты на рисунке, тем менее они известны широкой публике. Предмет сегодняшнего обзора – айсберг, позаимствованный с Reddit. Ссылку на источник я оставлю в описании. Приятного просмотра! Лего Муви – полнометражный фильм Warner Bros., произошедший в феврале 2014 года. Картина супер успешно выступила в прокате и по сусекам собрала $468 миллионов при бюджете в 60. С тех пор состоялся релиз еще 3 аналогичных картин, по каждому из которых компанией была произведена новенькая волна сетов. Лего Хаус – развлекательный центр, по совместительству дом-музей, расположенный в городе Биллунд, Датского королевства, открывшийся для посетителей в 2017 году. Архитекторы здания стали обладателями огромного количества наград за инновационный дизайн сооружения. Леголенд – тематический парк развлечений, находящийся во многих странах мира. Самый первый из них был открыт в 1968 году в Биллунде, а крайний в 2021 в Нью-Йорке. Лего-наборы – основной продукт датской компании. Представляет собой набор кубиков конструктора, которые можно объединить в одну или несколько моделей. Эти предметы также известны широкой аудитории как сеты, либо комплекты. Лего-игры – с недавних пор одно из ключевых направлений деятельности компании. Пионером самой первой видеоигры корпорации, появившейся в 1997 году, стала Island. С тех самых пор филированными разрабами было произведено больше сотни игр для всех мыслимых и немыслимых платформ. Мини-фигурка – это запатентованное в 1979 году изделие, продолжающее пилиться до сих пор, причем в промышленных масштабах. Самой первой стандартной минифигой считается полицейский, у которого за место принта на торсике использовалась бумажная наклейка. Звездные войны – одна из первых лицензионных серий компаний, посвященная популярнейшей франшизе Джорджа Лукаса. Из года в год продукция по ней входит в топ самых приобретаемых линеек. Лего, а не Легос. Бесконечный спор о том, как правильно употреблять название компании на английском языке во множественном числе. По этому поводу один из фанатов даже замутил полноценный сайт с разъяснениями. Суть дискуссии заключается в том, что в обиходе большинства обывателей слово Лего употребляется в контексте конструктора как такового, а не в качестве наименования бренда. Поэтому в англоязычных странах зачастую можно услышать фразы наподобие «дайте мне эти Лего», в то время как правильно было бы сказать «дайте мне эти кубики Лего». Лего Legacy. Насколько я понял, одноименная мобильная игра, произошедшая в природе в феврале 2020 года, известна тем, что оперирует персонажами огромного числа серий, в том числе уже закрытых. System. Основное направление Лего наряду с Техник либо Duplo. Несмотря на то, что логотип System уже давно не используется, все наборы, юзающие обычные детали, считаются его частью. Lego Island. Чуть выше я уже упоминал данную игру. После ее успеха авторы произвели на свет 2 продолжения. Поскольку игровая индустрия для датчан тех стародавних времен была еще в новинку, для продвижения на общий рынок собственных работ компания произвела одноименную серию игрушек. Monkey Kid. Серия конструктора, появившаяся на свет летом 2020 года. И пусть тема отнюдь не является лицензионной, основана она на китайском романе «Путешествие на запад», написанном аж в 16 веке. Идея была ориентирована на азиатский рынок, и, судя по всему, чувствует она там себя вполне комфортно, раз ее заранее продлили сразу до 2023 года. Ветряная мельница Vestas. Vestas – один из крупнейших производителей ветрогенераторов в мире. Удивительно, но и с этим брендом у леговцы в прошлом имелись теплые отношения. В рамках их коллаборации в торговлю заехали 2 весьма похожих друг на друга сета в 2008 и 2018. Второй комплект также известен тем, что все его компоненты созданы из экологически чистого пластика на растительной основе. Ниндзяго готовилась к закрытию в 2013 году. Общеизвестный факт, на котором я неоднократно акцентировал свое внимание. Серия авторами изначально не предполагалась использоваться в качестве долгоиграющей пластинки. Но огромный успех вкупе с многочисленными просьбами поклонников убедил датских функционеров продолжить данное ко всему еще весьма прибыльное занятие, благодаря чему франшиза жива по сегодняшний день. Lego Dimensions – пожалуй, самая необычная игра, объединившая под своим крылом огромное количество лицензий. Для понимания масштабности проекта достаточно сказать, что главными героями продукта выступали Гендальф из «Властелина колец», Бэтмен из DC и Дикарка из Лего фильма. Другая отличительная его особенность – взаимодействие с элементами Лего при помощи специального устройства. Кроме того, на свете состоялась одноименная серия конструктора, в рамках которой были произведены сеты по таким франшизам, как «Миссия невыполнима», «Доктор Кто», «Портал», «Время приключений» и многим-многим другим. Увы, тема прекратила свое существование к 2018 году из-за низкой рентабельности. На своем канале, кстати, я как-то пилил ролик касательно невыпущенной продукции Dimensions. Посмотреть его можно, перейдя по подсказке в правом верхнем углу. Clutch Powers – знаковый персонаж, про которого в 2010-м был снят фильм «Приключения Клатча Пауэрса» для DVD. В год своего появления продукт продвигался как самый первый Лего фильм, хотя по факту таковым не являлся.
состоялся. Чуть позже состоялся релиз сиквела, который был и остается эксклюзивом для Леголенда. Дом Джеймса Мэя. Если вы смотрели хоть один ролик с подборкой интересных фактов о Лего, значит точно слышали об этом пункте. Джеймс Мэй построил настоящий полноразмерный дом из маленьких кубиков конструктора. Лего Tower – очередная мобильная игра, геймплей которой заключается в строительстве башни и трудоустройстве минифигурок. Абсолютно непонятно, какого лешего это приложение упомянули в сегодняшнем айсберге. Игра как игра. Кусу – первоначальное название оригинальной серии Ideas, посвященной переопределению фанатских самоделок в дизайнерские комплекты. Точно такое же наименование имеет японский бренд, с которыми леговцы плотно сотрудничали в период с 2011 по 2013 год, после чего по инициативе компании контракт с сторонами был расторгнут. Лор Бионикла. Бионикл – одно из любимейших направлений в фанатской среде. Именно он спас корпорацию от банкротства в 2001 году. Однако данный пункт посвящен не собственно серии, а ее так называемому лору, то есть истории вселенной. Лор настолько обширен, что даже получасовой разбор от Сындука многие ценители посчитали весьма поверхностным. Я к своему стыду в Бионикле почти не разбираюсь, посему добавить мне к сказанному больше нечего. Лего Зак Маньяк. В одно время являлся маскотом датской компании и появлялся во всех ее рекламах. Персонаж известен не только торсете, но и кругу большого числа телезрителей 90-х годов, поэтому считается культовым. В 2016-м леговцы наконец посвятили герою рекламы отдельную минифигурку, хотя и раздавали ее лишь среди своих ритейлеров. Clutch Powers в Лего Ниндзяго. Уже рассмотренный выше персонаж успел появиться и в Ниндзяго тоже. В первом сезоне товарищ был лишь упомянут в Суе, а в 11-м появился в качестве полноценного героя. Минифигурка Клатча также родилась в 2019 году. Си-Трон, отмененная серия конструктора, предполагавшаяся к выходу в 90-х годах прошлого века, является несостоявшейся по темой космоса и повествует об исследованиях водной планеты. До наших дней сохранились лишь изображения прототипов некоторых наборов и минифигурки пришельца. Геройка, подсерия настольных игр, выполненная в антураже фэнтези. Всего в ее рамках приключилось 5 полноценных сетов. Несмотря на малое количество заехавшей в магазы продукции, тема имеет достаточно глубокий лор со своими фракциями и локациями. К примеру, залив Драндера или катакомбы Элриона. Согласитесь, звучит как название местечка из мира Властелина колец или Игры престолов. Таканува в Лего Фильме 2. На одном из концепт-артов ко второй части фильма Лего Муви любознательными фанатами был обнаружен Таканува, персонаж от Бионикла. А я вам напомню, что к тому времени легендарная серия уже была закрыта, и материализация данного персонажа в пластике могла очень сильно обрадовать заинтересованных граждан. Однако чуда не произошло, и от идеи датчане почему-то решили отказаться. Панцахат. Название англоязычного YouTube-канала, специализирующегося на стоп-моушен анимации. Он имеет 614 тысяч подписчиков, и каждый его ролик стабильно собирает 1-3 миллиона просмотров. Лего Rewind. Надо думать, подразумевается одноименная рубрика на канале Nikon Planet Ripple, посвященная ретроспективе разнообразных серий от компании Lego. Мультивселенная Lego, пространство, в котором происходят действия игры Dimensions. Центр мультивселенной — планета Фонд Прайм, на которой проживает Лорд Вортек. Каждая серия конструктора — это отдельная вселенная. Вообще-то концепция мультивселенной подразумевает под собой наличие бесконечного множества измерений. А значит, в мире Dimensions наличествуют сразу все возможные серии по всем существующим франшизам. Очень обидно, что серия так рано закрылась. Сдается мне, она имела огромный потенциал. Магический портал. Лего-мультфильм в стиле стоп-моушен 1989 года рождения. Несмотря на то, что картина была произведена без участия датской компании, лента считается полноценным фильмом, поскольку была снята при поддержке Австралийской комиссии при кинематографии. Данная работа поспособствовала огромной популярности стоп-моушен в Лего и трансформировалась в 2014 году в полнометражный Лего-фильм. Отсылка на магический портал, кстати, в продукте присутствует. Чима и Ниндзяго находятся в одной вселенной. Согласно канону Ниндзяго, во вселенной существует 16 миров. Один из этих миров — это именно легенды Чимы. Мистер Голд – одна из самых редких минифигурок в лего-строении. Входит в 10-ю коллекционную серию минифигюр с 2013 года релиза. В мире существует только лишь 5000 копий Голда. Вся поверхность изделия, за исключением кистей, покрыта золотой краской. Неравнодушными фанатами специально наносились точки на карту мира, где была обнаружена данная фига. В наше смутное время сильно не хватает подобных масштабных акций от бренда. Минимальная цена раритета на бриклинге — 179 тыр. Макс Таймбастер – минифигурка Лего, залетавшая во многие наборы по городской тематике. Однако фамилия Таймбастер, дословно означающая «нарушитель времени», товарищу была дана неспроста. Дело в том, что персонаж этот по задумке леговцев является преступником, умеющим телепортироваться во времени и пространстве. Спустя некоторое время произошла серия Time Cruisers, также посвященная путешествиям во времени. Интересно, что ее главного героя кличут Тим Таймбастер. Являются ли Макс с этим родственниками или это обычное совпадение, науке неизвестно. Персонаж Акварайдерс в Атлантис. В наборе 8078 Врата Атлантиды имеется скелет с водолазным шлемом. Казалось бы, скелетов в лего реализации рождалось сотни.
сотни, если не больше. Однако головной убор мертвеца принадлежит герою другой темы на подводную тематику – Aqua Riders. Получилась жуткая отсылка от создателей, намекающая при этом, что события обеих тем происходят в одной реальности. Хранилище Лего. Здание, расположенное в городе Биллунд. Известно тем, что в нем содержатся абсолютно все наборы компаний, произведенные с мохнатого 1960 года. Small Bad Films. Неизвестный мне YouTube-канал 5 лет назад публиковавший стоп-моушен анимации. Paganimation. Еще один анимационный канал, первый ролик на котором вышел аж 13 лет назад. Одно время автор даже работал непосредственно на компанию Лего, запиливая для них мультики. Воянуи существует в Лего Сити. Воянуи – остров из серии Bionicle. В недавнем наборе под названием «Пассажирский самолет» содержалась наклейка с изображением острова, очень похожего по форме на Воянуи. Очевидно, что данный факт является банальной отсылкой от дизайнера. Однако отдельные фанаты на этой почве начали строить теории про связь двух серий. Списанные формы залиты цементом. Ранее в целях предотвращения кражи форм деталей конкурентами леговцы буквально закапывали их в фундамент строящихся заводов. Не конкурентов, а формы. Впрочем, это не особо помогало, поскольку аналогов компании стало немереное количество, и датчане от подобной практики впоследствии отказались. Атака динозавров против Дина 2010. В 2005 году произошла серия, посвященная противостоянию людей с мутантами-динозаврами. Однако в разных частях света тема называлась по-разному. В Америке и Австралии атака динозавров, а в Европе Дина 2010. В первом случае минифигурки людей использовали оружие против животных, а в европейской интерпретации огнестрелы были заменены на плети и клетки. Видимо, Европейская комиссия по правам детей посчитала изначальный вариант чересчур жестоким. Гонка на миллиард кубиков. Отмененный фильм Warner Bros., предполагавшийся к выходу в 2019, то есть через несколько месяцев после релиза сиквела оригинального Lego Movie. Однако после слабых кассовых показателей ниндзяго фильма от этих наработок было решено отказаться. Комиксы по Time Cruisers. Мало кто знает, но тема Time Cruisers была навеяна одноименной серией комиксов, выходившей в журнале Click в период с 1995 по 2001 год. Пазлы Rosart. Одно время канцелярская компания Rosart производила пазлы по популярным тематикам Lego: вестерн, космос и город. Вождь Баффало в Lego Western. Вождь индейского племени, известный также как Большой Гремучий Змей. Гражданин появлялся в 4 сетах Western. Инопланетяне из жизни на Марсе были убиты пришельцами из миссии на Марсе. Наборы конструктора Life on Mars появились в 2001 году. И это была, пожалуй, одна из немногих серий Лего, в которой инопланетяне не состоят во вражде с людьми. Тема просуществовала совсем недолго и была закрыта уже к 2003. Однако в 2007 случилось продолжение, имеющее название «Миссия на Марсе». Вот только в ребуте были использованы совершенно другие мини-фигурки марсиан, которые, судя по сюжету темы, уже состояли в конфронтации с людьми. Так вот, одна теория гласит, что пришельцы из первой серии были убитыми инопланетянами из второй. SCP-387 – один из множества объектов вымышленного фонда SCP под названием «Живой Лего». Farron's Quest, Alien Conquest, Monster Fighters, Galaxy Squad и Ультра-агенты находятся в одной вселенной. А вот об этом я на своем канале уже говорил. Существует очень много намеков на связь этих линеек. Например, Соломон Блейз, один из солдатов синей команды Galaxy Squad, спустя годы уже постаревший основал отряд ультра-агентов, злодеи из которого в свою очередь успели засветиться в ниндзяго. Странно, что в айсберге никаким боком не упомянута эта серия. Также в одном из комиксов журнала Lego Club говорится, что именно Гипаксус 8 помог Амсету Ра создать 5 золотых сокровищ. Короче говоря, подобных склеек существует очень большое количество, и касаются они не только вышеозвученных направлений, но и таких линий, как Ниндзяго, Атлантис и других. Изначально Маджиста был злым. Маджиста – культовый персонаж Лего из серии Castle. В одном из комиксов он был представлен злодеем, хотя в сетах таковым не является. Battle Peak – серия, над концептами которой сотрудник компании Кристиан Фейбер трудился в 2004 году. Позднее тема была переименована в Exaforce. Комикс по пиратам. В 1989 году случился 36-страничный комикс, посвященный серии Лего Пираты. Он содержал 2 мини-фигурки внутри. Настольная игра по Финису и Фербу. Загадочный комплект под артикулом 3868, предполагавшийся к выходу в 2012 году. Инструкция по его сборке была обнаружена на официальном сайте компании, однако в материальном виде сет никто и никогда не видел. Судя по всему, в последний момент по какой-то причине его решили отменить. Подруженская система во вселенной Звездных войн. Подруженская система — локация из второго Лего фильма. Причем тут Star Wars я, к сожалению, понять так и не смог. Напишите в комментариях, если вдруг знаете.
Пеннивайз в Lego Worlds. В трейлере к хэллоуинскому DLC Lego Worlds на пару секунд засветился клоун с красными воздушными шарами, выглядывающий из канализации. Очевидная отсылка на персонажа Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно». Минифигурок Лего больше, чем людей на планете. Согласно статистике 2013 года, датская компания производит больше минифигурок в год, чем рождается детей за тот же период. По приблизительным расчетам, на 2019 в общей сложности было выпущено чуть более 7 миллиардов фигурок, в то время как количество людей составило 7,6 миллиардов. Скорее всего, в ближайшем будущем пластиковых фиг на Земле станет больше, чем людей. Click-Its – название серии, предназначенной для девочек и выходившей в 2003-2006 годах. Направление по большей части даже не являлось конструктором как таковым. В наши дни выходит похожая тема – Dots. А на этом все. Некоторые факты из айсберга я посчитал бессмысленными, поэтому упоминать в сегодняшнем ролике их не стал. Пишите в комментарии ваше мнение касательно видео. Всем огромное спасибо за просмотр, всем пока!